Всем привет! Я очень ждал, когда именно в России начнутся продажи очень перспективного флагманского смартфона от компании Motorola, а именно Edge 30 Pro. И вот на днях компания Motorola заявила, что уже готовится к запуску и предлагает подписаться на извещение о выпуске. И вы скажете, что нам с этого? А я вам скажу, что новинка уже появилась в каталоге вполне официального ритейлера России. Для покупки на данный момент с доставкой 16 апреля доступна синяя версия Motorola Edge 30 Pro, которая получила 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Теперь о самом главном, это, конечно же, стоимость. На старте продаж цена составляет 87 тысяч рублей. Это, можно сказать, копейки, учитывая те характеристики, которые мы получили взамен. Итак, основные фишки смартфона Motorola Edge 30 Pro. Это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, отличный AMOLED дисплей диагональю 6,7 дюйма, аккумуляторная батарея емкостью 4800 мАч, фронтальная 60-мегапиксельная камера, а также защита от пыли и воды IP52. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. Первое, что хочется отметить, смартфон получил отличный AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD плюс 2400 на 1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. Гаджет поддерживает HDR10+, и обеспечивает максимальную яркость 658 нит. С профилем натурал цветопередача очень точная, и даже оттенки серого отображаются верно. Замеры с помощью спектра фотометра показали, что экран охватывает 70% цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3. Основная камера у нас тройная с главным датчиком разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Основной фотосенсор имеет довольно большую площадь матрицы. По умолчанию он применяет бинирование пикселей по схеме 4 в 1. По сравнению со 108 мегапиксельным фотосенсором, который использовал бинирование 9 в 1, светочувствительность по идее должна была снизиться, но на практике это не так. Снимки в дневное время получаются яркие и качественные, с хорошей детализацией. Запись видео возможна в разрешении 8К и 4К, но частота 60 кадров в секунду поддерживается только Full HD. HDR10+ доступен только в разрешении 4К 30 кадров в секунду. Вспомогательные выступают на 50, широкоугольная и 2 мегапикселя. Широкоугольная камера также по умолчанию использует бинирование пикселей, из-за чего съемка ведется в разрешении 12,5 мегапикселей. Стоит отметить, что режим съемки в исходном разрешении 50 мегапикселей также доступен. Ну и, конечно же, фронтально 60-мегапиксельная камера заслуживает отдельного внимания. Сердцем смартфона выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0 и 3 ядра Cortex A710 на 2.5. Ну и, конечно же, последние 4 ядра выступают Cortex A510 на 1.8 ГГц. По процессорной производительности он отстает от Apple A15 Bionic, но по сравнению с другими Android смартфонами результаты у Edge 30 Pro отличные. Аккумулятор установили емкостью 4800 мАч. Мощность комплектного зарядного устройства составляет 68 Вт. Смартфон заряжается на 50% за 15 минут. На полную зарядку уходит менее 1 часа. Также появилась беспроводная зарядка максимальной мощностью 15 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.2 и NFC, а также имеет суммарно 3 микрофона и защищен от пыли и воды. По степени
IP52. Напоминаю, это означает, что оболочка имеет частично пылезащищенную оболочку, то есть некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта. Капли воды, попадающие на оболочку под углом 15 градусов от вертикали, не оказывают вредного влияния на изделие, что, на мой взгляд, является восхитительным результатом. Европейские покупатели могут приобрести модель в конфигурации 256 гигабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной. В других регионах доступны версии 8128 и 12512 гигабайт. Также мы имеем боковой сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 163 на 75 на 8,7 мм, а весит смартфон 196 граммов. Поддерживается 5G, Wi-Fi 6E. По умолчанию на устройстве установлен Android 12 с поддержкой выбора шрифта интерфейса, цветовых схем и других особенностей. Новая версия операционной системы также поддерживает предоставление примерного местоположения для приложений, а также умеет анализировать уровень безопасности, сканируя приложения на предмет выданных разрешений. Напоминаю, Motorola выпускает обновление безопасности на протяжении 3 лет, а также гарантирует 2 мажорных обновления версии Android. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Motorola делает все лучше и лучше свои продукты. И многочисленные фанаты, а также простые пользователи очень рады, когда данная компания предлагает нам очень хорошие смартфоны, гаджеты. И Motorola Edge 30 Pro это действительно очень крутой смартфон за недорого, потому что если взять других конкурентов, они стоят ого-го сколько. А тут мы получаем все самое топовое. Топовый экран, топовый процессор. Все очень круто, на мой взгляд, за какие-то, плюс-минус 80 тысяч рублей. Вы скажете, блин, как-то дороговато. А я вам скажу, нет, это не слишком дорого, потому что если брать смартфон от компании Apple или смартфон от компании Samsung, то он будет стоить очень и очень много. 16 апреля данный смартфон официально поступит на рынок России. И мы сможем купить данный смартфон за небольшую стоимость. И, на мой взгляд, это очень хорошее решение, которое вы можете найти на 2022 год. Ну что же, ждем смартфон на прилавке магазинов. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.